Битва против российского теневого флота продолжается. Москва может лишиться еще одного танкера. Кремлю пришлось идти на неожиданный и унизительный шаг. Усилия Лаврова и Ушакова пошли прахом. Новый документ Госдепа наделал много шума. Он демонстрирует настоящее отношение Вашингтона к путинскому режиму. Зеленский запускает реформы. Изменения коснутся силового блока. Кого ждет встряска, расскажем. Союзники Путина в отчаянии из-за санкций. Им пришлось пойти на крайние меры, причем впервые в истории. Но и на Западе встревожились. Диктатору готовят замену. Преемник попал на фото. Кто он и что со здоровьем самого тирана? Вчерашний партнер Москвы вот-вот может стать ее врагом, как это уже было с другой страной. Путин опять стал на те же грабли или его подставляют свои же силовики? Об этих и других событиях к утру 3 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Очередное унижение для путинского режима. Москва может потерять очередное судно теневого флота. Танкер «Белла-1». Почти 2 недели преследуют американские военные в Карибском море. Его подозревают в перевозке иранской нефти в обход санкций. В Вашингтоне отвечают, танкер действовал без законного флага, а поэтому США имели право на досмотр. Экипаж, состоящий из граждан России, Индии и Украины, отказался подчиниться и ушел в Атлантику. Позже моряки нарисовали на борту флаг РФ и заявили о российской юрисдикции. Судно сменило название на «Маринера» и появилось в российском морском регистре с портом приписки в Сочи. Однако в администрации Дональда Трампа настаивают, танкер остается ничейным, поскольку ранее ходил под ложными флагами. И вот Россия пошла на беспрецедентный шаг, о котором написала The New York Times. Что же сделала Москва? Она направила, не флот, а дипломатический запрос Вашингтону, а в нем требует, просит не преследовать нефтяной танкер. Власть признает проблему. Владимир Зеленский поручил срочно подготовить реформу Государственного бюро расследований и уже в январе внести президентский законопроект в Верховную Раду. Решение принято на фоне громкого скандала. После публикации пленок Миндича детективами НАБУ и САП в самом ГБР началась внутренняя проверка. Речь идет о возможных взятках, давлении на должностных лиц и обысках по заказу. Зеленский ожидает быстрых и жестких решений. Кроме того, президент анонсировал военные реформы. Это произошло на фоне подготовки к сегодняшнему большому саммиту европейских и американских советников по безопасности, который должен пройти в Киеве. После совещания с замглавы офиса президента Павлом Полисой Владимир Зеленский заявил о подготовке изменений и в силах обороны, над которыми в ближайшие недели будут работать вместе с бригадами и военным командованием для определения эффективных решений. Российские власти могут устроить масштабную провокацию с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры при посредничестве США. С таким предупреждением выступила служба внешней разведки Украины. По данным СВР, Кремль уже запускает фейковые инфоповоды и готовит почву для резкой эскалации. Украинская разведка прогнозирует, что удар могут нанести накануне или во время Рождества 7 января. Целью может стать культовое сооружение или другой символически важный объект, как в России, так и на оккупированных территориях Украины. Для имитации так называемого украинского следа планируют подбросить обломки западных ударных дронов, доставленные с линии фронта. В СВР подчеркивают, террор под чужим флагом – привычный метод российских спецслужб. Так действовал режим Путина и внутри страны, и за ее пределами. Украинская разведка призывает СМИ быть готовыми к волне дезинформации и не подыгрывать кремлевским сценариям. Вашингтон – это не только улыбчивый Стив Уитков, тающий при виде Путина. Вот документ, который красноречиво говорит, что думают о российском политическом режиме в Госдепартаменте США. Ведомство обновило рекомендации своим гражданам, планирующим ехать в РФ. Американцев прямо призывают отказаться от таких планов. В обратном случае сограждан просят готовиться к худшему. Выйдите из всех учетных записей в социальных сетях и не заходите в свои учетные записи в социальных сетях, находясь в России. Подготовьте завещание и назначьте соответствующих страховых бенефициаров или доверенность.
Американцев просят быть готовыми к задержанию на неопределенный срок. Отдельно указано, что российские силовики уже не раз арестовывали граждан США по сфабрикованным обвинениям. Банковские карты Соединенных Штатов в РФ не работают, переводы почти невозможны. В предупреждении Госдепа подчеркивается, что дипломатическая помощь США в России сильно ограничена. Персонал посольства в Москве сокращен, а консульства закрыты. Страна-агрессор нанесла очередной бандитский удар по гражданским. В Харькове многоэтажку атаковали даже не одной, а 2 ракетами. Число пострадавших росло целый день, и на момент записи известно о 30. Людей продолжают искать под завалами. Видео удара опубликовала премьер-министр Юлия Свириденко. Владимир Зеленский назвал этот удар ужасным. К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям, продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Только Россия не хочет завершения этой войны. В Харьковской областной прокуратуре заявили о начале досудебного расследования по факту совершения военного преступления. Последний день на старой должности Кирилл Буданов ознаменовал смачной пощечиной российским силовикам. ГУР опубликовал видео, которое обошлось Москве в $500 000. Украинская военная разведка показала кино, которое сняло для российских чекистов. Кадры должны были убедить заказчиков убийства командира русского добровольческого корпуса Дениса Капустина в выполнении задания. И все это было постановкой, а ролик с ударом дрона по микроавтобусу был частью многоэтапной спецоперации ГУР Минобороны Украины. Инсценировка помогла сохранить жизнь Капустину и вскрыть вражескую агентурную сеть. Для убедительности задействовали 2 беспилотника. Один влетел в микроавтобус, где якобы находился командир РДК. Второй снял последствия удара, горящую машину. А хваленые путинские силовики еще за этот блокбастер отвалили украинским разведчикам 500 000 зеленых. 79-летний Дональд Трамп, самый возрастной президент в истории США, стремительно стареет. Так утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на людей из его окружения. Газета описывает, как Трамп засыпает на мероприятиях, жалуется на слух, страдает от отеков ног и все чаще выглядит уставшим. Сам Трамп с этим не согласен. В интервью изданию он заявил, что его здоровье идеальное. Работает Трамп, по его словам, по 9-10 часов в день. Встреч стало меньше, якобы не из-за усталости, а ради большей концентрации. Физкультуру, кроме гольфа, Трамп не любит. Мне это просто не нравится. Это скучно. Ходить по беговой дорожке или бегать по беговой дорожке часами и часами, как делают некоторые люди, это не для меня. Зато ежедневно принимает 325 миллиграмм аспирина, дозу выше медицинских рекомендаций. Я немного суеверен, говорят, аспирин хорошо разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы через мое сердце текла приятная, жидкая кровь. Помощники президента признают, на встречах с ним приходится говорить громче, а сам Трамп часто не спит по ночам и пишет сообщения после полуночи. После Рождества окружение все же уговорило его взять 2-недельный отпуск. Сам же президент уверен, энергии у него хватает, как и у его родителей в старости. Все, говорит Трамп, решает генетика, а с ней у него все отлично. Ну, по его словам. Власти Узбекистана официально потребовали от Москвы расследования гибели своего гражданина в России. Ноты уже направлены в соответствующие российские госорганы. Повод – смерть узбекистанца после силового рейда в Хабаровске. Мужчину избили, он впал в кому и умер. Причину смерти до сих пор не называют. Инцидент произошел еще 12 декабря. Сотрудники спецназа ворвались в кафе и жестоко избили находившихся там граждан Узбекистана. В соцсетях писали о 2 людях в коме, но подтверждена гибель 1 человека. И это не единичный инцидент. В июне в Екатеринбурге после аналогичного рейда погибли 2 граждан Азербайджана. Еще как минимум 2 получили тяжелые травмы и попали в реанимацию. Тогда силовики ворвались в квартиры и избивали людей без видимого сопротивления. Те события усугубили конфликт Москвы и Баку, практически разрушив отношения между странами. Похоже, в Кремле не любят учиться на своих ошибках и хотят нажить себе еще одного врага.
В Северной Корее тонкий, но очень показательный жест. Дочь Ким Чен Ына впервые публично посетила мавзолей Кум-Сусан, священное место режима. Ким Джу-э появилась там вместе с отцом. Фото опубликовали государственные СМИ. За последние 3 года девочка все чаще фигурирует в официальных хрониках. Южнокорейская разведка и эксперты говорят прямо, Пхеньян может готовить 4-е поколение династии Кимов. Эксперты подчеркивают, визит выглядит продуманным. Накануне съезда правящей партии власти формируют образ стабильной семьи лидера. При этом официально о преемственности не говорят. Точный возраст Ким Джу-э неизвестен. По оценкам, ей около 13 лет. Рановато для вступления в партию. Логично напрашивается вопрос, что заставляет сравнительно молодого вождя приучать население к наследнице. Возможно, это какой-нибудь диагноз, о котором известно только ему и врачам. Союзник Путина прижат к стенке. Ситуация вынуждает идти власти Ирана на беспрецедентный шаг. Исламское государство впервые в истории предлагает покупать у него оружие за криптовалюту. Иран официально готов торговать баллистическими ракетами, дронами и даже военными кораблями, принимая оплату в цифровых активах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы Минобороны страны. Речь идет о государственном экспортном центре Миндекс. Он заявляет, что работает с 35 странами и готов принимать оплату в криптовалюте или даже по бартеру, чтобы обойти ограничения США и ЕС. На сайте обещают доставку в кратчайшие сроки и уверяют, санкции не проблема. Иран умеет их обходить. Эксперты отмечают, это тревожный сигнал. Криптовалюта становится инструментом нелегальной торговли оружием, а страны под санкциями все активнее используют альтернативные схемы, которые Запад пока не способен полностью контролировать. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.